Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 333 невероятных факта о космосе, которые мало кто знает. Из этого видео вы узнаете следующее. Чем опасно для здоровья человека вдыхание лунной пыли? Какого астронома можно с уверенностью назвать самым невезучим человеком на Земле? Какую ошибку постоянно допускают в художественных фильмах о космосе? Зачем члены космической экспедиции «Аполлон» оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов? Какова страшная причина того, что на поверхности Луны разбросаны тысячи скал? Как в древности римляне использовали астрономию для отбора солдат в армию? Почему космонавты следят за временем и ходят в туалет каждые 2 часа? Почему некоторые ученые полагают, что в нашей Солнечной системе существует 9-я планета, которая примерно в 10 раз больше Земли? Что случилось со вторым крупным спутником Земли и где он сейчас? Насколько велика температура внутри Солнца, и как ученые установили температурный рекорд, превышающий ее более чем в 100 раз? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Что ж, приступим. С древности человек смотрел на звезды и гадал, что там происходит в бескрайнем темном небе. Из чего состоит космическое пространство, что его наполняет, какие процессы там происходят, как появилось Солнце, Луна, Земля. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете из нашего видео с 333 невероятными фактами о космосе, которые мало кто знает. 1. Запомнить порядок планет Солнечной системы по мере их удаления от Солнца можно при помощи мнемонической фразы «Мы ведь знаем, мама Юля села утром на пилюли». Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, карликовая планета. 2. В нашей Солнечной системе есть карликовая планета яйцевидной формы Хаумеа. Ее форма обусловлена невероятно быстрым вращением. 3. Самая далекая от Земли обозримая звезда, обнаруженная на сегодняшний день, называется Эарендел. Свет от нее шел до Земли 12,9 миллиарда лет. Масса Эарендел в 50 раз больше массы Солнца, а сияние ярче в миллионы раз. 4. Темно-синяя полоса, видимая на горизонте в период сумерек как утренних, на рассвете, так и вечерних, на закате, это тень, отбрасываемая Землей на свою атмосферу. 5. Уран – самая холодная планета Солнечной системы, температура на которой может достигать минус 224 градуса Цельсия. 6. Это фотография поверхности Солнца, на которой она детально изображена. 7. Вдыхание лунной пыли крайне опасно для здоровья, поскольку это не тот вид пыли, что встречается на Земле. Частицы лунной пыли очень острые, они не подвержены разрушению и представляют собой мельчайшие осколки метеоритов. Если их вдохнуть, они могут разрушить до 90% тканей легких и головного мозга в течение всего 1 суток. 8. Обслуживание спутниковой системы навигации GPS, которой бесплатно пользуются люди во всем мире, обходится в $2 миллиона в день и оплачивается американскими налогоплательщиками. 9. Планеты Солнечной системы вращаются не вокруг Солнца, а вокруг центра масс Солнечной системы, который называется барицентром.
Правда, барицентр почти всегда совпадает с расположением Солнца. 10. В 1941 году американский авианосец шел на юг по открытому морю, когда в небе был замечен предположительно японский самолет. Команда корабля открыла огонь и успела выпустить 300 снарядов до того, как штурман, на основе показаний приборов, выяснил, что они стреляют по Венере. Вспоминая этот случай, штурман Лэнсон Дита шутил: «Недавно я видел спутниковые снимки Венеры и заметил на ней несколько вмятин, так что, возможно, мы попали в цель». 11. 1 апреля 1976 года английский астроном Патрик Мур по радиостанции BBC объявил слушателям, что сегодня в 9 часов 47 минут в связи с особым расположением планет гравитация на Земле будет чуть слабее. Астроном заверил, что если слушатели подпрыгнут в этот момент, то смогут испытать некое странное чувство. Уже в 9:50 в редакцию радиостанции поступила масса звонков от людей, утверждающих, что они действительно чувствовали себя во время прыжка легче, чем обычно. 12. Съемки фильма «Гравитация» стоили на $27 миллионов больше, чем индийская орбитальная миссия на Марс. 13. Астрономам удалось получить новое изображение черной дыры «Стрелец А» звездочка, находящейся в центре нашей галактики. На снимке видно структуру поляризации света, зависящую от магнитного поля. 14. Японский космический аппарат Акацуки вышел на орбиту Венеры в 2015 году. Его задачей было сделать снимки планеты в инфракрасном диапазоне, чтобы можно было рассмотреть структуру облаков, состоящих из серной кислоты, сквозь непроницаемую атмосферу Венеры. Вы видите этот снимок. 15. Единственный объект на Венере, названный мужским именем, это горы Максвелла, в честь основателя электродинамики Джеймса Клерка Максвелла. 16. Сутки на Венере длятся дольше года. 17. Если бы диаметр Земли был на 50% больше, люди не смогли бы летать в космос при помощи ракет. 18. Первый известный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему, был обнаружен в 2017 году. Его название Оumuamua в переводе с гавайского означает «разведчик» или «посланник издалека». Он имел форму сигары и не был похож ни на комету, ни на астероид. У ученых до сих пор нет единого мнения о происхождении Оumuamua. 19. Учитывая слабую гравитацию и снижение маневренности из-за скафандра, космонавту потребовалось бы около полугода, чтобы пешком обойти вокруг Луны. 20. Вы видите снимок черной дыры «Стрелец А» звездочка, находящейся в центре нашей галактики. Фото получено при помощи системы радиотелескопов. Цвета условны: красным выделены участки, более интенсивно излучающие радиочастоты, серым менее интенсивно. 21. Хвосты комет всегда указывают в направлении, противоположном Солнцу. Хвост создается взаимодействием кометы с солнечными ветрами. 22. Когда один из первых космонавтов Международной космической станции Билл Шепард, бывший морской пехотинец, проходил собеседование в НАСА, его спросили, что у вас получается лучше всего, на что тот честно ответил: убивать людей ножом. 23. Газовое облако в созвездии Орла содержит достаточно алкоголя, чтобы создать 200 септиллионов литров пива. Количество этанола измерили в 1995 году, и ученые обнаружили около 30 других химических веществ в облаке, но алкоголь был основным. 24. Спутник Сатурна, Япет, по всему экватору опоясывает стена горных хребтов, из-за чего он похож на грецкий орех. А его брат Мимос с его гигантским кратером Гершель похож на звезду смерти из «Звездных войн». 25. Юпитер в 2 раза массивнее всех остальных планет вместе взятых. Если бы Земля была размером с виноградину, то Юпитер был бы как баскетбольный мяч. 26. Исследования,
проводимое для того, чтобы максимально реалистично изобразить черную дыру в фильме «Интерстеллар» 2014 года, было настолько тщательным, что по его итогам были опубликованы 3 научные работы. 27. Космонавты на МКС спят возле вентиляционных отверстий. Это необходимое условие, иначе из-за невесомости углекислый газ образует пузырь вокруг головы спящего. 28. В 2002 году стажер НАСА Тед Робертс украл из лаборатории НАСА сейф с лунными камнями. Он и его девушка вскрыли сейф в номере отеля, рассыпали камни по кровати и предались плотским утехам. Робертса поймали, когда тот пытался продать камни. Он получил 8 лет тюрьмы. 29. Горы на Титане, спутники Сатурна, названы в честь гор Средиземья, мира, в котором происходит действие книг Джона Рональда Руэлла Толкиена. Например, Миндолуин, Таниквитель, Эребор и тому подобное. 30. Наш организм формировался под действием земной гравитации и неразрывно связан с ней. Люди могут жить только на тех планетах, где гравитация отличается от земной не более, чем в 3 раза, иначе кровообращение головного мозга будет нарушено. 31. Замбия пыталась опередить Советский Союз и Соединенные Штаты в освоении космоса, желая отправить, так сказать, астронавтов на Марс для обращения марсиан в христианство. 32. Солнце не имеет четких границ. 33. Фтор встречается во Вселенной гораздо реже других элементов с таким же атомным весом, потому что он крайне редко возникает в процессе обычного ядерного синтеза, происходящего в звездах, а возникнув, почти сразу же разрушается. Почему фтор вообще существует, несмотря на эти условия, пока остается загадкой для науки. 34. Как ни странно, большинство людей не знают, почему на Земле сменяются времена года. Некоторые ошибочно считают, что лето и зима существуют из-за того, что Земля вращается вокруг своей оси, хотя на самом деле этим вращением обусловлена только смена дня и ночи. Другие уверены, что смена сезонов происходит из-за того, что орбита Земли не окружность, а эллипс, овал, и зима наступает тогда, когда планета отдаляется от Солнца. Но на деле зимой Земля ближе к Солнцу, чем летом, из-за чего же происходит смена времен года. Ось Земли находится под наклоном в приблизительно 23 градуса по отношению к Солнцу. В результате оно полгода освещает северное полушарие, а полгода южное. Из-за этого же на Земле существуют такие явления, как полярная ночь и полярный день, когда Солнце не восходит и не заходит соответственно. 35. Влияние Луны добавляет к земным суткам 1,8 миллисекунды за 100 лет. За последние 350 миллионов лет спутник замедлил вращение Земли примерно на час. 36. Существует область астрономии, занимающаяся изучением разрушенных планет, некропланетология. 37. Поскольку Вселенная постоянно расширяется, приблизительно 60 тысяч звезд в секунду навсегда исчезают из нашего поля зрения. 38. Единственный спутник в Солнечной системе, движущийся в направлении, обратном вращению своей планеты, это Тритон, спутник Нептуна. 39. Харон, спутник Плутона, всего вдвое меньше своей планеты. Некоторые ученые рассматривают их в качестве двойной планетной системы Плутон-Харон, ведь центр масс находится вне Плутона, а вращение объектов взаимно синхронизировано. 40. Объект Хога – кольцеобразная галактика с очень ровными пропорциями. В ее центре скопление старых звезд желтого цвета, а более молодые звезды, имеющие голубой оттенок, формируют кольцо вокруг. 41. Скорость света не является максимально достижимой скоростью. Объекты, движение которых не связано с переносом информации, например, тень или солнечный зайчик, могут иметь сколь угодно большую скорость. Движение со скоростью, превышающей скорость света, называется сверхсветовым движением. 42.
Супер-Юпитеры — это космические объекты примерно того же размера, что и Юпитер, но гораздо массивнее. Они находятся на границе между планетами и звездами, до звезды им не хватает массы. 43. Эпоху, в которой мы, люди, оказываем существенное влияние на состояние Земли, многие ученые предлагают называть антропоценом, по аналогии с плейстоценом, эоценом и тому подобное. Надо заметить, что влияние это исключительно негативное. В антропоцене вымирание видов ускорилось вдвое, почвы разрушаются, леса вырубаются, атмосфера и воды Мирового океана загрязняются, как никогда активно. Какое событие положило начало эпохи антропоцена, остается предметом споров: появление сельского хозяйства, промышленная революция, сброс атомных бомб и так далее. 44. В 1925 году в гробнице фараона было обнаружено множество предметов, но одним из самых интригующих долгое время был кинжал, сделанный, по предположениям, из метеоритного металла. При помощи метода анализа, называемого рентгеновской флуоресцентной спектрометрией, удалось доказать, что состав кинжала сочетания железа, никеля и кобальта свидетельствует о его неземном происхождении. 45. Каждую секунду Солнце теряет почти 6 миллионов тонн массы, но за последние 4,5 миллиарда лет оно потеряло всего 0,5% от первоначальной массы. К тому же оно такое большое, что все равно погаснет не раньше, чем через 5 миллиардов лет. 46. Вот как будет выглядеть схема Солнечной системы, если изобразить планеты вместе со всеми их спутниками. 47. Согласно расчетам ученых, через 250 миллионов лет все континенты Земли сольются в один суперконтинент Пангея Ультима, а через 500 миллионов лет жизнь на поверхности нашей планеты станет невозможной для животных и растений из-за увеличения яркости Солнца и повышения температуры. 48. При инверсии магнитного поля Земли северный магнитный полюс и южный магнитный полюс меняются местами, а стрелка компаса начинает показывать противоположное направление. В последний раз это произошло, предположительно, около 800 тысяч лет назад. 49. Если бы вы могли сесть в машину и поехать вверх со скоростью 100 км в час, то уже через час оказались бы в космосе. 50. Каждые 14-15 лет кольца Сатурна поворачиваются ребром к Земле. Они настолько узкие, что их практически не видно. 51. Фотону требуется, в среднем, 170 тысяч лет, чтобы дойти от ядра Солнца до его поверхности, но всего лишь 8 минут, чтобы достичь Земли. 52. Точка Немо — это условная точка самого удаленного места на Земле, от которой ближайшие точки суши находятся в 2688 километрах. Это настолько изолированное место, что если бы вы попали туда, самыми ближайшими к вам людьми время от времени оказывались бы космонавты на борту МКС. Она используется в качестве кладбища космических кораблей. На дне в этом месте находится уже не менее сотни отслуживших свое космических аппаратов. 53. Если всю историю Вселенной гипотетически сжать в один календарный год, то человечество появилось 31 декабря в 22:30. 54. Чтобы всемирное время точнее соответствовало солнечному, в некоторые годы Международная служба вращения Земли добавляет одну дополнительную секунду. Эта секунда получила название секунда координации. В такие дни после 23 часов 59 минут 59 секунд идет 23 часа 59 минут 60 секунд, а уже потом 0 часов 0 минут 0 секунд следующего дня. 55. В 2002 году была запущена германо-американская космическая миссия под названием «Грейс», состоящая из 2 спутников. Они облетали Землю на одной орбите на высоте около 450 километров, находясь друг за другом на расстоянии 220 километров. Когда первый спутник проходил через область,
с более сильным гравитационным воздействием, такую как большой горный массив, он ускорялся и отдалялся от второго спутника. Позднее второй спутник, достигая этой области, также ускорялся, восстанавливая первоначальное расстояние между ними. За эту своеобразную игру в догонялки спутники прозвали Томом и Джерри. 56. Древние римляне называли яркую звезду Сириус Каникула, что в переводе означает «маленькая собачка». Время летней жары, когда Сириус становился видимым на утреннем небе, они называли Дайс Каникулорес собачьими днями. Отсюда происходит слово «каникулы». 57. Фелисет – первая и единственная кошка, побывавшая в космосе. Ее полет состоялся в 1963 году. 58. 3,5 миллиарда лет назад, а именно этим возрастом, датируются первые следы жизни, обнаруженные на Земле. Сутки на планете длились 12 часов. Когда возник фотосинтез, около 2,5 миллиарда лет назад, сутки длились 18 часов. Когда появились первые эукариотические клетки, животные и растения, 1,7 миллиарда лет назад, сутки длились 21 час. 59. Почти каждая космическая фотография изначально черно-белая и уже потом раскрашена учеными. 60. Космонавты в невесомости очень быстро теряют мышечную массу, до 20% за 11-дневный космический полет, согласно данным НАСА. Силовые упражнения на МКС недоступны, но там имеется велотренажер и беговая дорожка, оснащенные ремнями безопасности, чтобы местные жители могли хоть как-то поддерживать себя в форме. 61. Полярная звезда, знаменитая Северная звезда, в хвосте созвездия Малой Медведицы это не одна, а 3 звезды, очень близко расположенные друг к другу. Википедия описывает их как тройную звездную систему, состоящую из звезд полярная А, полярная АБ и полярная Б. 62. Земля пульсирует каждые 26 секунд. Впервые этот импульс обнаружил Джек Оливер из геологической обсерватории Ламонт-Доерти в 1960-х годах. Позже сейсмологи установили, что импульс исходит из Гвинейского залива. Однако ученые до сих пор не могут толком разобраться, чем вызвана странная пульсация. 63. Если заплакать на МКС, слезы из-за невесомости будут скапливаться вокруг глаз в форме сферы. 64. Большая часть массы Земли приходится на железо и кислород. 65. Первым человеком, предложившим, что у Венеры есть атмосфера, был русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца 6 июня 1761 года, он увидел тонкий светящийся ореол вокруг силуэта планеты и верно распознал его как атмосферу. Этот оптический эффект так и называется в науке – явление Ломоносова. 66. Кальций в наших костях, железо в крови и кислород в легких созданы внутри древних и уже погасших звезд. 67. Космическое пространство пахнет парами дизеля, порохом и барбекю. 68. Ян Ли Вэй, первый гражданин Китая, побывавший в космосе, лично подтвердил, что Великую Китайскую стену с околоземной орбиты не видно. Более того, Ли Вэй сделал серию фотографий, из которых понятно, что даже если стену и видно, ее невозможно отличить от дорог. 69. Это фото Нила Армстронга, первого человека на Луне, сделанное сразу после его возвращения в спускаемый модуль с поверхности Луны. 1969 год. 70. А это фото Юрия Гагарина после возвращения на Землю. 71. В условиях невесомости пламя свечи не желтое, а голубое, и горит не вверх, а в разные стороны, формируя сферу. 72. Циолковский называл аппарат, предназначенный для полета человека в космос, небесным кораблем. 73. Диаметр Луны в 400 раз меньше диаметра Солнца. При этом Луна
примерно в 400 раз ближе к Земле, чем Солнце. Поэтому с Земли Луна и Солнце кажутся примерно одинакового размера, и мы можем наблюдать солнечные затмения. 74. Самая большая структура в наблюдаемой Вселенной – Великая Стена Геркулес, Северная Корона, размером более 10 миллиардов световых лет, состоящая из тысяч или даже миллионов галактик. Она занимает примерно 10% наблюдаемой Вселенной. Существование такой большой структуры противоречит принципам современной космологии, и пока у ученых нет объяснения, каким образом она могла сформироваться. 75. В 1761 году французский астроном Гийом Лежантиль отправился в Индию, чтобы наблюдать транзит, прохождение Венеры по солнечному диску, но из-за войны с Англией не смог вовремя высадиться на берег. В течение 8 лет Лежантиль ждал повторения этого события, попутно изучая муссоны, приливы и отливы, флору и фауну Индии и ближайших островов. В конце концов Лежантиль дождался повторного транзита Венеры, произвел свои наблюдения и отправился домой. По пути его корабль потерпел кораблекрушение, а его самого захватили в плен пираты. В конце концов, после долгих злоключений астроному удалось вернуться домой через 11 лет после того, как он его покинул, чтобы узнать, что на родине его давно считают погибшим. Жена повторно вышла замуж, а место во Французской академии наук занял другой ученый. 76. Первый достаточно точный расчет радиуса нашей планеты сделал греческий математик Эратосфен в III веке до нашей эры. Он ошибся всего на 70 километров. 77. 28 августа 1969 года Джудит Лав Коэн, аэрокосмический инженер НАСА, решала важнейшую математическую задачу, когда у нее начались схватки. Не желая отрываться от работы, Джудит распечатала свои расчеты и поехала в больницу, где незадолго до рождения ребенка решила задачу. Через несколько месяцев, благодаря этой работе Коэн, посвященной резервной системе навигации, во время аварии удалось спасти астронавтов миссии Аполлон-13. С ребенком тоже все оказалось в порядке, он вырос и стал актером Джеком Блэком. 78. Масса Солнца составляет около 99,86% всей массы Солнечной системы. 79. После стыковки челнока «Атлантис» из ТС-71 со станцией «Мир» в 1995 году, сменяющийся экипаж станции должен был вернуться на Землю на Атлантисе. В последний момент оказалось, что космонавты Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов не имеют виз США. Госдепартамент США постановил космонавтов впустить, но оформить их в соответствии со специальным параграфом иммиграционного закона США, согласно которому Дежуров и Стрекалов были ввезены в США как, цитата, «пришельцы из космоса». Этот закон ранее никогда не употреблялся и неизвестно, будет ли когда-нибудь применен еще раз. 80. Удар астероида, вызвавший вымирание динозавров, сжег 70% мировых лесов, вызвал цунами, поднявшееся на высоту 100 метров, и выбросил в атмосферу 25 триллионов тонн обломков, что уменьшило количество солнечного света на 90% на целое десятилетие. 81. В 1998 году астрономы обнаружили короткие и быстрые радиосигналы и назвали их перитонами. Вскоре выяснилось, что перитоны испускала микроволновая печка в столовой обсерватории. 82. Италия была третьей страной в истории, запустившей в космос искусственный спутник. Это произошло 15 декабря 1964 года. Спутник провел на орбите 272 дня, изучая ионосферу, а затем снова вошел в атмосферу и сгорел. Запуск спутника проводился в рамках итальянской космической программы, которая длилась до 1988 года. 83. Согласно международной классификации, космическим называется полет, проходящий на высоте более 100 километров. Согласно классификации США,
Космический – это полет выше 50 миль, около 80,5 километра. А в России космическим считается орбитальный полет, то есть полет, во время которого сделан хотя бы один полный виток вокруг Земли. 84. Если взглянуть на Солнечную систему сверху, можно заметить, что Венера вращается по часовой стрелке, в отличие от всех остальных планет системы, вращающихся против часовой. Мы до сих пор не знаем, почему так происходит. Интересно, что атмосфера Венеры вращается в 50 раз быстрее самой Венеры. Этот феномен называется суперротацией. 85. В фильмах о космосе почти всегда встречается одна и та же, нелепая с точки зрения физики, ошибка. Двигатели космических кораблей работают постоянно. На самом деле, так как в космосе нет среды, которая бы противодействовала движению, двигатель нужен только для того, чтобы задать кораблю скорость, а далее он сам продолжал бы движение с этой скоростью. 86. У галактик тоже бывают спутники. Например, у Млечного Пути есть более 50 галактик-спутников, большая часть которых карликовые галактики. 87. Хотя Солнце кажется желтым или оранжевым, на самом деле оно ослепительно белое. Желтый цвет возникает в результате рассеивания солнечных лучей в атмосфере Земли. 88. Под поверхностью нашей планеты находятся пузыри из инопланетной породы и металла, в миллионы раз превосходящие размером Эверест, говорится в исследовании Университета Аризоны. Ученые обнаружили лаву, кардинально отличающуюся от обычной лавы из мантии Земли, и предположили, что она имеет инопланетное происхождение. Около 4,5 миллиарда лет назад планета Тея предположительно столкнулась с Землей, в результате чего материя, выброшенная в космос, сформировалась в Луну. Ученые считают, что после катастрофы породы Тея оказались погребены глубоко в Земле, а также внутри лунной породы. 89. Это фотография Стрельца А, звездочка, черной дыры, находящейся в центре нашей галактики. 90. Ученые, изучавшие лунный грунт, доставленный на Землю Аполлоном-17, предполагали, что с окончанием Холодной войны финансирование космической программы прекратится. Они заморозили половину грунта в надежде на то, что в будущем наука сможет найти средства и провести полный анализ его состава. 91. Первые американские спутники-шпионы сбрасывали отснятую фотопленку из космоса в специальном ведре для пленки, которое затем подхватывал в воздухе самолет. 92. Вулканическая поверхность полуострова Камчатка очень схожа с поверхностью Луны. В частности, самый первый советский аппарат Луноход-1 испытывался в районе вулкана Плоский Толбачик. 93. Согласно подсчетам ученых, на Землю ежедневно падает космическая пыль и мелкие космические тела средней общей массой до 60 тонн. 94. Знаменитый узор на обложке альбома группы Joy Division Unknown Pleasures — это профиль импульса первого, когда-либо обнаруженного пульсара вращающейся нейтронной звезды. Его неофициальное название было LGM-1, сокращение от «маленькие зеленые человечки», по-английски это звучит как Little Green Man. 95. Солнечное затмение всегда происходит примерно за 2 недели до или после лунного затмения. 96. Космические собаки Белка и Стрелка получили эти имена только за 6 дней до полета. До этого Белка была Вильной, а Стрелка — Каплей, а еще раньше то ли Сильвой, то ли Марсианкой. Эти данные обнаружены в архивной тетради Олега Газенко, руководившего физиологической подготовкой этих и многих других собак советской космической программы. 97. Из-за невесомости обычные чернильные ручки в космосе писать не будут. 98. Римско-католическая епархия города Орландо, США, фактически является самой большой католической епархией в мире и за его пределами. Ее площадь составляет невероятные
22 530 816 квадратных километров. Дело в том, что именно из Орландо был запущен космический корабль «Аполлон-11» с экспедицией на Луну, а один из канонических церковных законов гласит: любая вновь открытая территория подпадает под то епископство, откуда отправилась экспедиция. 99. Давление на поверхности Венеры в 92,1 раз выше, чем на поверхности Земли, и равно давлению в земном океане на глубине 910 метров. 100. Спутник Сатурна, Титан, единственный кроме Земли объект Солнечной системы, на котором есть плотная атмосфера с облаками, реки и озера из сжиженных газов, и имеется даже вода в виде льда. Температура на Титане составляет, в среднем, минус 179 градусов Цельсия. 101. Это первые в истории фотографии поверхности Венеры, снятые космическим аппаратом Венера-9. 102. 10 золотых медалей Олимпийских игр в Сочи содержали фрагменты Челябинского метеорита, взорвавшегося в 2013 году на высоте 23 километра в окрестностях Челябинска. 103. Половина всех звезд в нашей галактике – двойные звезды. Они находятся на малом расстоянии друг от друга и связаны гравитацией. Постепенно вещество одной звезды перетекает в другую. 104. Первым искусственным объектом в космосе была немецкая ракета Фау-2, запущенная Вермахтом в 1942 году. 105. Первыми живыми существами в космосе были плодовые мушки. В качестве эксперимента в 1947 году их поместили в ракету США. По прибытии на Землю они все еще были живы. 106. Во время солнечного затмения можно увидеть бриллиантовое кольцо, эффект, который появляется прямо перед тем, как солнечный диск полностью скроется за лунным, или наоборот, сразу после того, как он покажется. 107. Обратный отсчет при запуске космических ракет звучит очень драматично, и это неудивительно, если знать, что придумали его в Голливуде. В 1929 году обратный отсчет впервые прозвучал в фильме «Женщина на Луне». 108. Ядро Земли на 2,5 года моложе коры, что объясняется общей теорией относительности. Гравитационный потенциал влияет на время. Чем он меньше, тем медленнее идет время. Это предполагает, что измерение возраста массивного тела на его поверхности и близ центра будет давать разные результаты, что и было подтверждено расчетами. 109. Согласно данным НАСА, никто из людей никогда не занимался любовью в космосе. 110. Ганимед, самый большой спутник Солнечной системы, превышает размерами Меркурий. Ганимед мог бы считаться планетой, если бы вращался вокруг Солнца, а не вокруг Юпитера. 111. Землетрясение 2011 года, произошедшее в Японии и разрушившее Фукусимскую АЭС, сдвинуло ось вращения Земли на 17 сантиметров. Мало того, оно еще и укоротило сутки примерно на 1,8 микросекунды, так как Земля начала вращаться быстрее. Впрочем, эти изменения слишком малозначимы по сравнению с размером нашей планеты, и мы их не почувствовали, а к 2015 году скорость вращения вернулась к своему старому значению. 112. Когда Венера полностью освещена Солнцем, она максимально далеко от Земли, а когда Венера находится на минимальном расстоянии от нашей планеты, мы видим только гало атмосферы вокруг совершенно темного объекта. Именно это создает сложности для изучения Венеры с Земли. 113. Несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу, чем Венера, температура на его поверхности колеблется от 190 ночью до плюс 430 градусов Цельсия днем. Температура же поверхности Венеры превышает 450 градусов Цельсия в любое время суток, хотя она находится вдвое дальше от Солнца. Это явление объясняется парниковым эффектом. 114.
Луна – это первый межпланетный музей. НАСА запретила всем, кто когда-либо будет посещать Луну, прикасаться к американским аппаратам, находящимся там, а также к другим вещам, оставленным после миссии «Аполлон», поскольку они имеют историческую ценность. 115. Большинство попыток посадить космический аппарат на поверхность Венеры были предприняты Советским Союзом. Некоторые из этих попыток были удачными, но работали аппараты недолго, около 2 часов, после чего электроника плавилась под воздействием высоких температур. 116. Это фото наглядно показывает, что суша занимает очень небольшую часть нашей планеты. 117. У членов космических экспедиций «Аполлон» были проблемы со страховкой из-за огромного риска для жизни. Страховка для подобных целей стоит целое состояние. Проблему решили оригинальным способом. Астронавты оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых, в случае их гибели, взлетела бы до небес. Но все закончилось благополучно, и сейчас такой так называемый страховой конверт можно найти на аукционе примерно за $30 тысяч. 118. В субботу и воскресенье магнитное поле Земли слегка изменяется по сравнению с будними днями. Это происходит потому, что падает интенсивность использования и передачи электроэнергии. 119. Космонавты не могут стирать на МКС свое грязное белье, но как же тогда от него избавиться? Есть один способ. Время от времени Роскосмос отправляет на станцию беспилотные корабли «Прогресс» одноразового использования, то есть не оснащенные механизмом посадки. «Прогрессы» доставляют космонавтам припасы, а затем загружаются мусором и использованным бельем, отстыковываются и берут курс на Землю, где сгорают в атмосфере над Тихим океаном. 120. Несмотря на то, что земная мантия в основном твердая из-за экстремального давления, в геологических временных масштабах она ведет себя как вязкая жидкость. 121. Количество солнечной энергии, падающей на Землю за час, больше, чем вся энергия, которую человечество использует за год. В цифрах это 430 квинтиллионов джоулей против 410. Поэтому солнечные батареи не только самый экологичный, но и самый перспективный способ получения энергии. Хотя существующие разработки пока не позволяют использовать солнечный свет с достаточной эффективностью, инженеры утверждают, что появление высокоэффективных солнечных батарей – вопрос времени. 122. Хотя видимой Вселенной всего 14 миллиардов лет, ее диаметр составляет 92 миллиарда световых лет. 123. Люди знают о существовании других галактик всего около 100 лет. До этого считалось, что Млечный Путь – это и есть вся Вселенная. 124. Нил Армстронг оставил на Луне кусочек пропеллера и обшивки крыла первого в истории самолета братьев Райт. 125. В память о достижениях в освоении космического пространства мысу Канаверал в США, откуда происходили запуски космических ракет, был присвоен телефонный код 321 с намеком на обратный отсчет. 126. Нёрдлинген, город в Германии с населением около 20 тысяч человек, был построен в ударном кратере, оставшемся от метеорита, упавшего на Землю, со скоростью 70 тысяч километров в час 15 миллионов лет назад. Ширина кратера 25 километров, и весь он начинен примерно 72 тысячами тонн микроалмазов. Здания Нёрдлингена, построенные из местного камня, содержат в своих стенах миллионы крошечных алмазов диаметром менее 0,2 мм. 127. В ответ на вывод СССР первого искусственного спутника на орбиту Земли, США хотели запустить программу ядерных испытаний на Луне, чтобы Советы затрепетали, увидев взрывы и грибовидные облака на Луне. Правда, грибовидные облака могут появляться только в плотной атмосфере, такой как на Земле. Что интересно, программу так и не отменили, по крайней мере, официально. Ее просто не стали реализовывать. 128.
Земля минимум на 38% состоит из бриджманита, силикат перовскита, но несмотря на то, что это самый распространенный на нашей планете минерал, о нем мало что известно. Причина в том, что залежи этого минерала располагаются в нижней мантии на глубине от 700 до 2900 километров. Разумеется, забраться так глубоко не представляется возможным. Ученые нашли фрагменты бриджманита на метеорите и в 2014 году присвоили официальное имя. До этого минерал чаще всего называли перовскитом, да и сейчас это название в ходу. 129. Антимир – это предположительный объект в космосе, антизвезда, антигалактика или антиметагалактика, состоящий из антивещества. Он представляет собой антивариант нашей Вселенной. Антимир и антивселенная считаются достаточно похожими на наш мир. Однако если обнаружится, что излучение материи и антиматерии немного отличается по частоте, это будет означать, что антимир и антивселенная не полностью идентичны нашему миру. 130. Перед отправкой собаки Лайки в космос, ученый Владимир Яздовский забрал ее к себе домой, чтобы она поиграла с его детьми, так как знал, что она не переживет полет. 131. До того, как экипаж Аполлон-11 впервые в истории высадился на Луну, возле нее побывали астронавты миссии Аполлон-10. Лунный модуль, на котором они прилетели, обладал технической возможностью совершить посадку, но задачей астронавтов было проверить все компоненты и процедуры, совершаемые космическим кораблем, кроме посадки, а также сфотографировать предполагаемое место посадки модуля Армстронга и Олдрина, прилетевших 2 месяца спустя. Стоит заметить, что по решению НАСА у лунного модуля Аполлон-10 было недостаточно топлива, чтобы вернуться домой, если бы они все-таки решились нарушить запрет и прилуниться. 132. Наша галактика Млечный Путь весит около 1,5 триллиона солнечных масс. 133. Космонавты могут участвовать в выборах прямо с орбиты. 134. Согласно старой шутке, посмотреть на Солнце в телескоп можно дважды, первый раз левым глазом, а второй раз правым. На самом деле наблюдать за Солнцем в телескоп возможно, но только установив на аппарат специальный фильтр, без которого глаз может сгореть в буквальном смысле. Это опытным путем доказал американский астроном Марк Томпсон. Свиной глаз, который он использовал в своем эксперименте, стал дымиться через 20 секунд наблюдения за Солнцем в телескоп. 135. Луна – один из самых тусклых объектов в Солнечной системе. Если бы на ее месте был спутник Нептуна, Тритон, он казался бы в 7 раз ярче. 136. Инженеры НАСА разработали набор для макияжа для женщин-астронавток на случай, если им захочется накраситься, будучи в космосе. 137. Температура на Луне в месте посадки Аполлона-11 составляла 93 градуса Цельсия. 138. Космонавты часто теряют ногти после выхода в открытый космос. По одной из версий, это связано с расслоением ногтей из-за смены давления. Другие исследователи считают, что причиной может быть нарушение циркуляции крови. 139. Самая большая звезда в сравнении с самой большой черной дырой. Это радиоквазар Тон-618, масса которого в 66 миллиардов раз превышает массу Солнца, а его диаметр в 280 тысяч раз больше солнечного. 140. Земля – единственное место в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение. 141. Инерция Мирового океана, кроме замедления вращения Земли, приводит к отдалению Луны от Земли. Подсчитано, что через 600 миллионов лет Луна отдалится настолько, что ее будет недостаточно для того, чтобы заслонять собой Солнце, поэтому солнечные затмения прекратятся. 142. Это первая фотография, на которой изображена полностью освещенная Земля. Она известна как The Blue Marble, синий марбл, и была сделана 7 декабря 1972 года командой космического корабля
Аполлон-17. Солнце было позади аппарата, в то время, когда фотографировали, а Земля полностью освещалась. 143. Pizza Hut доставила пиццу на МКС в 2001 году. Доставка до места назначения заняла несколько дней и обошлась компании в $1 миллион. 144. Несмотря на наличие серной кислоты и высокую температуру в атмосфере Венеры, биологи считают, что некоторые виды организмов могли бы там жить, подобно бактериям, обнаруженным в облаках Земли. 145. Дактиль, самый маленький спутник в Солнечной системе, обращается не вокруг планеты, а вокруг астероида Ида. 146. Это карта Венеры. Традиционно все географические точки Венеры названы в честь знаменитых, мифических, сказочных или легендарных женщин. 147. Из всех планет нашей системы спутников нет только у двух – Венеры и Меркурия. Ранее предполагалось, что Меркурий – это бывший спутник Венеры, но расчеты это не подтверждают. 148. При строительстве длинных висячих мостов инженерам приходится учитывать и компенсировать кривизну Земли. Например, у знаменитого Нью-Йоркского моста Верацано-Нароу верхушки башен на 41 мм дальше друг от друга, чем их основания, что позволяет мосту не падать. 149. Ученые НАСА считают, что свободно плавающие планеты, или как их еще называют, планеты-сироты, выброшенные или сошедшие с орбит своих звезд, более распространены в космическом пространстве, чем сами звезды. 150. Луна медленно сжимается, а ее поверхность сморщивается, из-за чего на поверхности спутника разбросаны тысячи скал, вызванных разломами коры. 151. Со 2 ноября 2000 года в космосе постоянно, в любое время, находится как минимум один человек. 152. Во время полета Skylab 4 работа была очень напряженная, и экипаж, состоящий из новичков, жаловался на слишком плотный график. Наземные службы отказывались перепланировать работы, и в конце концов команда объявила незапланированный выходной и отключила радио. Это был первый случай забастовки в космосе. 153. Слово «экзопланета» происходит от древнегреческого «экса», в ней означает «планета», находящаяся вне Солнечной системы, внесолнечная планета. 154. Большой барьерный риф в Тихом океане – крупнейшее естественное образование на Земле, его даже видно из космоса. Этот коралловый риф является домом для тысяч живых существ и считается одним из красивейших чудес природы. 155. Иногда на Марсе идет снег, но снежинки состоят из углекислого газа, а не из воды, и не падают, а создают эффект тумана. 156. Земля – единственное место в Солнечной системе, где может гореть огонь. 157. Древнегреческий философ Анаксагор был арестован, сослан и чуть не казнен за то, что называл Солнце не божественным Гелиосом, а раскаленным булыжником. 158. В романе Вернера фон Брауна «Проект Марс. Техническая история» 1949 года рассказывается, как в ходе колонизации землянами Марса было обнаружено, что на планете уже есть высокоразвитая цивилизация, а лидера марсианского правительства зовут Илон. 159. Атмосфера Земли на высоте 160 километров становится настолько тонкой, что звуковые волны больше не могут по ней распространяться. Эта зона называется анакустической, и она абсолютно бесшумна. 160. Самый крупный найденный на Земле метеорит с Марса достигает 25 сантиметров в поперечнике и весит более 14 килограмм. 161. Солнце тоже влияет на приливы земного океана, но его влияние вдвое слабее, чем у Луны. 162. Космонавты на МКС испытывают 90% земного притяжения. Состояние невесомости на МКС возникает не из-за отсутствия гравитации, а за счет движения станции по круговой орбите с первой космической скоростью.
Космонавты как бы постоянно падают вперед со скоростью 7,9 км в секунду. 163. Во время полета Юрия Гагарина в космос Иосиф Сталин еще лежал в мавзолее. 164. Во времена СССР в космос летали 12 самцов макак-резусов. Они летали парами: Абрек Бион, Верный Гордый, Дрема и Роша, Жаконя Забияка, Иваша Крош, Мультик Лапик. Перед полетом они проходили отбор, обучение, за ними закрепляли дублеров. Все почти как с обычными космонавтами. Впервые макак-резусов запустили в космос в декабре 1983 года. 165. В октябре 2003 года солнечный свет потускнел на 0,3%, примерно на 4 дня из-за перемещения 3 очень больших групп солнечных пятен по Солнцу. 166. Лунный камень, подаренный бывшему премьер-министру Нидерландов послом США и выставленный в Национальном музее Нидерландов, оказался куском окаменевшего дерева. 167. Первое достоверное сообщение о том, что от падения метеорита погиб человек, было найдено в старых турецких судебных протоколах. Это произошло в 1888 году на территории современного Ирака. 168. Кроме Плутона в Солнечной системе, есть еще 4 карликовых планеты – Церера, Макемаки, Хаумеа и Ирида. 169. В 1993 году одна компания попыталась запустить гигантский рекламный щит на низкую околоземную орбиту. С Земли рекламный щит выглядел бы почти так же, как полная Луна. После отмены проекта был внесен законопроект, запрещающий любую дальнейшую космическую рекламу. 170. Луна постепенно отдаляется от нашей планеты со скоростью 3,8 см в год. 171. На экзопланете HD 189733b постоянно идет стеклянный дождь. 172. В прошлый раз Земля была в той же точке галактики, что и сейчас, в юрский период. 173. Самые яркие объекты в видимой Вселенной – это квазары, которые могут быть в 400 триллионов раз ярче Солнца. 174. На МКС не действуют законы, принятые в какой-либо стране на Земле. Зато там есть целый свод документов, регулирующих все аспекты нахождения на станции от типов проводимых работ и правил поведения до праздников, которые там отмечают. 175. Самая тусклая звезда в созвездии Большой Медведицы, Алькор, в древности служила тестом остроты зрения. Если римлянин мог ее разглядеть, он годился для службы лучником в армии. 176. Космическое агентство Северной Кореи называется НАДА, что по случайности по-испански означает «ничего». 177. День и ночь на МКС сменяют друг друга каждые 45 минут. 178. Во время своей пиковой активности комета Лавджоя выделяла алкоголь в количестве, эквивалентном 500 бутылкам вина в секунду. 179. Астронавт и космонавт – это одно и то же. С той лишь разницей, что первым термином пользуются американцы, а вторым – русские. 180. При пилотировании МКС может развивать скорость до 28 тысяч км в час. 181. В 1977 году мы получили сигнал из дальнего космоса, который длился 72 секунды. Но мы до сих пор не знаем, что он означает и откуда он взялся. 182. Образец яблони сэра Исаака Ньютона был отправлен в космос, чтобы бросить вызов гравитации. 183. Существуют галактики-каннибалы. Согласно исследованию 2019 года, галактика Андромеды, крупнейший сосед нашей галактики, пожирает более мелкие галактики в течение уже как минимум 10 миллиардов лет. 184.
За год в галактике Млечный Путь образуется, в среднем, 7 новых звезд. 185. Без температурного контроля температура на борту МКС составляла бы 120 градусов Цельсия на Солнце и минус 150 градусов Цельсия в тени. 186. Длительное пребывание в космосе чревато для человека потерей крепости костей, ослаблением мышц, подавлением иммунной системы и радиационным облучением. 187. Первый в истории Индии спутник связи, запущенный в 1981 году, привезли к месту тестирования на воловьи упряжки. 188. Спагеттификация – это научный термин, описывающий, что происходит с объектом, когда он попадает в черную дыру. Термин возник после того, как Стивен Хокинг заявил, что попади в черную дыру человек, его растянет, как спагетти. 189. Наша планета, а также вся остальная Солнечная система, находится в межзвездном космическом пузыре, так называемом местном пузыре, где плотность газа, а именно водорода, в 10 раз меньше средней плотности межзвездной среды. 190. Древнегреческий философ Платон был убежден, что небесные светила должны двигаться именно по круговым орбитам, поскольку круг – самая совершенная из фигур. 191. За 4,6 миллиарда лет своего существования Солнце совершило всего 18 полных оборотов вокруг центра нашей галактики. 192. Наша планета движется в космическом пространстве со скоростью 2,16 миллиона километров в час. 193. Достигнув Плутона, межпланетная станция НАСА «Новые горизонты» опередила первоначальный расчет необходимого времени, произведенный за 10 лет до того, всего на 1 минуту. 194. Это фотография с поверхности Титана, спутника Сатурна, сделанная зондом Гюйгенс в 2005 году. Это единственное изображение с поверхности космического тела, находящегося от Земли дальше Марса. 195. Гольф – первый вид спорта, в который играли на Луне. 196. Из 12 человек, побывавших на поверхности Луны, всего один был ученым, геолог Харрисон Шмидт. 197. Галактика Млечный Путь названа в честь струи молока, согласно мифу, брызнувшего из груди древнегреческой богини Геры, когда она оттолкнула от нее Геракла. 198. На сегодняшний день крупнейшая известная звезда – это Стивенсон 2.18. Ее радиус равен 2158 радиусам Солнца, а светит она как 440 тысяч Солнц. 199. Число планет во Вселенной превышает количество секунд, прошедших с момента Большого взрыва. 200. Противоземля – это гипотетическое космическое тело за Солнцем, постоянно находящееся в противоположной точке орбиты Земли. Концепция противоземли известна со времен Пифагора, но согласно современным научным данным, в этой точке нет небесных тел. 201. Самый быстро движущийся объект, созданный людьми, это космический аппарат Parker Solar Probe, скорость которого в мае 2021 года достигла 150 км в секунду. И это всего 0,5% от скорости света. 202. Самое холодное место во Вселенной – это туманность-бумеранг, облако пыли и газа, где температура составляет минус 272 градуса Цельсия, что всего на 1 градус выше абсолютного нуля, составляющего минус 273 градуса Цельсия. 203. Даже если бы мы перемещались со скоростью света, потребовалось бы 25 тысяч лет, чтобы достичь центра нашей галактики. 204. На Хароне, одной из лун Плутона, есть Мордор, темное и таинственное пятно, названное в честь обители Саурона. 205. Ученые считают, что в нашей галактике не менее 100 миллиардов планет. 206. Вернувшись из космоса,
астронавт Скотт Келли обнаружил, что стал на 5 сантиметров выше своего брата-близнеца. 207. У Ватикана есть своя собственная обсерватория, основанная в XVIII веке. Она оборудована телескопом, через который священнослужители могут наблюдать за звездами. Некоторые из них были удостоены наград за свои научные исследования. 208. На Земле больше деревьев, чем звезд в нашей галактике. В Млечном Пути находится от 100 до 400 миллиардов звезд. А деревьев на планете, как подсчитали ученые из 15 стран, под руководством эколога Томаса Кроузера из Ельского университета, 3 триллиона 40 миллиардов. Это означает, что на каждого жителя Земли приходится 382 дерева, а звезд максимум 50. 209. Из всех планет Солнечной системы Венера своей массой, размером и орбитой больше всех похожа на Землю. 210. Газопылевое облако Стрелец Б2 пахнет малиновым ромом. 211. На Марсе закаты голубого цвета. 212. У самой маленькой известной человечеству звезды BLM J055557 радиус меньше, чем у Юпитера. 213. Следы, оставленные астронавтами на Луне, если их ничто не потревожит, останутся там на несколько тысяч лет, пока не покроются космической пылью. 214. Гигантский шестиугольник – это атмосферный феномен на Сатурне, не имеющий в настоящее время строго научного объяснения, вращается против часовой стрелки со скоростью около 320 км в час. 215. Согласно договору ООН от 1967 года, ни одна из стран не может владеть Луной или другими небесными телами, потому что все они являются достоянием всего человечества и могут использоваться только в мирных целях. 216. Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси. 217. Великое ничто пустое пространство во Вселенной, размер которого составляет 330 миллионов световых лет в диаметре. По приблизительным оценкам великое ничто содержит всего одну галактику на каждые 10 миллионов световых лет. 218. 95% звезд, которые когда-либо будут существовать, уже родились. Темп звездообразования в наше время в 30 раз ниже, чем был во время пика 11 миллиардов лет назад. 219. У Луны есть атмосфера, но она настолько тонкая, что ученые не берут ее в расчет. Общая масса атмосферы Луны примерно равна массе автобуса. 220. Луна представляет собой не сферу, а сфероид, она не круглая, а скорее яйцевидная. Но к Земле Луна всегда обращена своей широкой стороной и кажется нам абсолютно круглой. Форму идеальной сферы имеют далеко не все небесные тела. 221. Воздушный шарик с гелием на Луне просто упал бы вниз, притянутый гравитацией. Гелий легче воздуха, но на Луне нет воздуха или какой-либо другой атмосферы, так что шарик с гелием, каким бы легким он ни был, не смог бы летать. 222. Это сравнение снимков туманности Киля, сделанных телескопами Хаббл и Уэбб. 223. Перед вами первый полноценный снимок телескопа Джеймс Уэбб. На изображении показано скопление галактик, точнее то, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Мы видим искажение некоторых галактик из-за действия гравитации массивных объектов на свет. 224. Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Юрий Гагарин. 225. Это первая фотография Земли с лунной орбиты, сделана космическим аппаратом НАСА Lunar Orbiter 1, 1966 год.
226. Это первая фотография Луны, снята ученым Джоном Уильямом Дрейпером. 1840 год. 227. Это первая космическая фотография. Сделана камерой, размещенной на борту ракеты Фау-2. 1946 год. 228. Это первая фотография Солнца, была снята французскими физиками Луи Физа и Жаном Фуко. 1845 год. 229. На январь 2009 года насчитывалось 1006 потенциально опасных астероидов и 85 сближающихся с Землей комет, а на 2012 год их было уже 1360. За этими объектами наблюдают астрономы. Пока беспокоиться не о чем. 230. Астероид Аракот из пояса Койпера – это зародыш будущей планеты, так называемая планетиземаль. Этот объект, сталкиваясь с другими объектами, постепенно накопит массу, а затем вещество в его центре начнет нагреваться и плавить планетиземаль. Тогда он станет протопланетной, а протопланеты, в свою очередь, сталкиваясь, формируют планеты. 231. Hubble Extreme Deep Field – самое глубокое изображение космоса с самыми далекими объектами, которые удалось сфотографировать. Все светящиеся точки – это галактики. Самая далекая из них удалена от нас на 13,2 миллиарда световых лет. 232. Это самая качественная фотография черной дыры на текущий момент. Она сделана при помощи высокочувствительных приемников поляризованного света. Полосы в воронке – это линии магнитного поля. 233. Деймос, спутник Марса, с каждым оборотом вокруг планеты увеличивает радиус своей орбиты, а Фобос наоборот уменьшает. В будущем Деймос улетит в космос, а Фобос упадет на Марс, спровоцировав катаклизм огромных масштабов. 234. Орбиты спутников Сатурна, Эпиметея и Януса расположены очень близко, их радиус отличается всего на 50 километров. Раз в 4 года один из спутников догоняет второй, и сила гравитации меняет их орбиты местами. 235. 8 июля особенная дата. В этот день, примерно в 11 часов по UTC, всемирное координированное время, Солнце могут видеть одновременно 99% населения Земли. Все, кроме жителей Австралии и Папуа-Новой Гвинеи. 236. В мозге 100 миллиардов нейронов, примерно столько же звезд во всей нашей галактике. 237. Если бы инопланетяне, живущие на расстоянии 65 миллионов световых лет от нас, посмотрели на Землю через супертелескоп, они бы увидели динозавров. 238. Вокруг звезды HD 10180 вращаются не менее 9 экзопланет. 239. Медведи в России встречаются в 19 раз чаще, чем астероиды в главном астероидном поясе. 240. В космосе не бывает отрыжки. 241. Для космонавтов на МКС время идет на доли секунды медленнее, чем для людей на Земле. 242. Астрономы обнаружили планету в созвездии Рака, которая вдвое крупнее Земли и почти целиком состоит из графита и алмазов. 243. Всех американских астронавтов обучают русскому языку, а всех русских космонавтов английскому. 244. Люди, находясь в космосе, не храпят. 245. Космонавт Скотт Келли вырос на 5 сантиметров за год, проведенный им в космосе, из-за того, что отсутствие гравитации растягивает позвоночник. 246. Согласно эксперименту, проведенному НАСА в 1998 году, розы в космосе имеют более яркий и выраженный аромат, чем на Земле. 247. Когда космонавт проводит длительное время в невесомости, его сердце становится более сферическим и теряет массу. 248. Утверждение о том, что звуковые волны не могут проходить через космическое пространство,
Не совсем верно. Звук в космосе есть, просто человек не способен его слышать. 249. В 2015 году астронавт Крис Хэтфилд выпустил первый музыкальный альбом, полностью записанный в космосе. 250. Космонавты на борту МКС переодеваются рядом со специальным устройством, всасывающим частицы кожи и мелкие волоски. В противном случае вся эта человеческая пыль просто летала бы повсюду вокруг. 251. У НАСА есть список точных терминов космической техники, к которому часто прибегают писатели-фантасты для написания своих книг. 252. На Земле МКС весит почти 420 тонн. В космосе же она почти ничего не весит. 253. Космонавты, находясь в космосе в условиях невесомости, не могут чувствовать, что мочевой пузырь наполнился. Поэтому их приучают следить за временем и ходить в туалет каждые 2 часа. 254. Рекорд по самому длительному пребыванию в космосе принадлежит русскому космонавту Олегу Кононенко. К моменту возвращения на Землю его стаж на орбите составит 1110 суток. 255. С МКС не видно Великую Китайскую стену. Зато видны следы загрязнения атмосферы над китайскими мегаполисами. 256. Третьей страной, побывавшей в космосе после СССР и США, стала Канада, которая в 1962 году имела одну из самых передовых космических программ. 257. МКС – самый дорогой объект, когда-либо построенный людьми. Его создание обошлось странам-участникам в $150 миллиардов США. 258. Средняя температура в околоземном пространстве около 10 градусов по Цельсию. 259. Россия настолько велика, что не только занимает 1/8 всей суши на Земле, но и по площади превышает Плутон. 260. В немецком языке слово «солнце» женского рода, а луна мужского, а во французском «солнце» мужского рода, а луна женского. 261. Наша галактика Млечный Путь вращается со скоростью 270 км в секунду. Так что то место, где вы находились час назад, на самом деле находится на расстоянии примерно в 970 тысяч километров от вас. 262. Стандартный скафандр НАСА стоит $12 миллионов. Он способен защитить астронавта от переохлаждения и перегрева в диапазоне от минус 156 до плюс 121 градуса Цельсия. 263. На МКС есть фильтрующая установка, способная очищать мочу до состояния чистой питьевой воды. Однако российские космонавты, работающие на борту, наотрез отказываются пить отфильтрованную мочу. Что же касается астронавтов, то они пьют не только воду, полученную из собственной мочи, но и собирают мочу россиян для фильтрации, рассказывает газета «Гардиан». 264. В 2019 году углеводы впервые были обнаружены на метеоритах. Ученые нашли рибозу, сахарид, без которого невозможно кодирование информации в генах. Нашли ее на поверхности марокканского метеорита NWA-801 и на осколках метеорита Мурчисон. Это косвенно подтверждает гипотезу панспермии, предполагающую, что жизнь попала на нашу планету из космоса, а наличие на Земле целого океана воды обусловило ее развитие. 265. Ни один земной аппарат не проработал на Венере более 127 минут. У Венеры нет магнитного поля. Радиус Венеры составляет 6052 километра, 95% радиуса Земли. 266. Венера – единственная планета Солнечной системы, которая вращается по часовой стрелке, поэтому на Венере Солнце восходит на западе. 267. Эффект обзора – это сдвиг в сознании, который испытывают космонавты. Если смотреть на Землю из космоса, она кажется хрупким маленьким голубоватым шариком, висящим в темноте.
С такого расстояния не видны границы между странами, да и сами страны становятся неразличимы, как и людские конфликты и беды от разрушения природы. Созерцая это зрелище, космонавты испытывают странное чувство, заставляющее переосмыслить отношение к жизни в пользу большей гуманности и пацифизма. Термин был предложен в 1987 году Фрэнком Уайтом в книге «Эффект обзора. Исследование космоса и человеческая эволюция». Считается, что легкое влияние этого эффекта люди испытывают, когда внимательно разглядывают детализированные изображения Земли, снятые из космоса. Эффект обзора также пытаются вызвать у строителей планетариев, особенно те, где показывают детям 3D-панорамы Солнечной системы, нашей галактики и открытого космоса. 268. Венеру покрывает больше вулканов, чем любую другую планету Солнечной системы. Их там более 1600. Температура в облаках Венеры колеблется в районе 0 градусов Цельсия. Однако на поверхности планеты может достигать 470 градусов Цельсия. Ветра на Венере могут дуть со скоростью 724 км в час. 269. Ваш голос на Венере будет более низким, так как из-за плотной атмосферы планеты голосовые связки будут вибрировать медленнее. В 1965 году советский космический корабль «Венера-3» приземлился на Венеру. Это был первый космический аппарат, который достиг поверхности другой планеты. 270. Солнце сейчас находится примерно в середине своего жизненного цикла. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце истощит запасы водорода и гелия, превратившись в гигантскую красную звезду, и поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. 271. На Венере идет снег из металла. Венера – одна из тех планет, которые мы можем увидеть невооруженным глазом. 272. Самая близкая к земной среда обитания в Солнечной системе – это облака Венеры. Условия там настолько похожи на земные, что земная бактерия Acidicea bacillus ferrupsidens могла бы там обитать. 273. У Урана есть своя система колец, однако его кольца намного тоньше и моложе, чем у Сатурна. 274. У 35% людей разглядывание Солнца вызывает желание чихнуть. 275. Самые короткие сутки у Юпитера менее половины земного дня. 276. Всего у Урана открыто 27 спутников, вращающихся вокруг него по своим орбитам. Большинство знаний об Уране были получены благодаря космическому кораблю Voyager 2, который побывал на его орбите в 1985 и 1986 годах. Поверхностная гравитация Урана на 15% меньше земной. 277. Спутники Урана названы в честь персонажей из произведений Шекспира и Александра Поупа. Среди них есть Маргарита, Джульетта, Дездемона и Офелия. 278. Солнце – самый идеально круглый природный объект во Вселенной, известный на данный момент. 279. Один из спутников Урана носит название Купидон. Химический элемент уран, открытый в 1789 году, был назван как раз в честь недавно обнаруженной на тот момент планеты. На Уране только два времени года – зима и лето. 280. Венера названа в честь древнеримской богини любви и красоты. День на Венере длится дольше года. Венера является самой горячей планетой Солнечной системы. 281. Горизонтальное расположение оси вращения Урана вкупе с его движением вокруг Солнца создают уникальный эффект – планета как бы катится по орбите. 282. Каждый день растения превращают солнечный свет в энергию, количество которой в 6 раз превышает энергопотребление человечества. 283. Уран вращается вокруг Солнца на расстоянии около 2,8 миллиарда километров и проходит один круг за 84 года. Уран был первой планетой,
обнаруженной при помощи телескопа. Скорость ветра на Уране может достигать 900 км в час. 284. Расстояние от Земли до Солнца – 149,5 миллиона километров. 285. Ось вращения Урана расположена почти горизонтально относительно плоскости орбиты, поэтому его северный и южный полюсы находятся там, где у большинства других планет экваторы. Уран – третья по величине планета в Солнечной системе. 286. Уран – планета с самой холодной атмосферой в Солнечной системе. Ее температура в среднем составляет минус 224 градуса Цельсия. Уран, как и Нептун, ледяной гигант. Его общая площадь примерно 8,1 миллиарда квадратных километров. 287. Изначально Уран назывался Георгиевская звезда. Уран был назван так в честь древнегреческого бога неба. Лето на Уране длится 42 земных года. Внутри Урана может поместиться 63 планеты Земля. 288. Черепахи побывали на орбите Луны раньше людей. Их отправляли туда для проверки русского космического зонда. 289. Солнце сформировалось около 4,6 миллиардов лет назад из-за распада части гигантского молекулярного облака, состоящего в основном из водорода и гелия. 290. Если Луна исчезнет, скорее всего, глобальной катастрофы на Земле не случится. И все же некоторые серьезные изменения произойдут. Например, настанет конец некоторым водным видам спорта, вымрут морские обитатели, жизнь которых напрямую связана с приливами и отливами, не будет солнечных и лунных затмений, а тектонические плиты сместятся, вызвав землетрясения и извержения вулканов. Но главное, климат планеты уже не будет прежним. 291. Теория фальсификации высадки людей на Луну была окончательно опровергнута в 2011 году, когда зонд НАСА сделал фотографии поверхности Луны высокого разрешения, где отчетливо видны следы приземления Аполлона. Хотя кто мешал им поделать и эти снимки? 292. Если бы у Земли не было Луны, наш день длился бы всего 6 часов. 293. Темная сторона Луны на самом деле бирюзовая. Красивый цвет, не правда ли? Жаль, что с Земли его не видно. 294. Ваш вес на Луне составляет 16,5% от вашего веса на Земле. На Луне вы могли бы прыгать очень высоко. 295. Нил Армстронг и Базз Олдрин в честь Юрия Гагарина оставили на Луне одну из его медалей. 296. Как известно, в Солнечной системе всего 8 планет. Однако некоторые ученые полагают, что существует 9-я планета, примерно в 10 раз больше Земли. Гипотеза возникла из-за того, что, судя по расчетам, есть какое-то тело, гравитационно воздействующее на ближайшие небесные тела. В данный момент планету ищут, исследуя участок космоса на краю Солнечной системы при помощи мощнейших телескопов Земли. 297. Земля вращается вокруг своей оси со скоростью около 1600 км в час и летит по космосу, двигаясь по орбите вокруг Солнца со скоростью около 110 тысяч км в час. 298. Возраст Солнечной системы 4,54 миллиарда лет. 299. В Швеции находится самая большая модель Солнечной системы в мире, выполненная в масштабе 1 к 20 миллионам. Она простирается на 950 километров через всю страну. 300. Земля – единственное место в Солнечной системе, где вода встречается в 3 агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном. 301. Планетам Солнечной системы требуется около 240 миллионов лет, чтобы облететь орбиту галактики. 302. Последний раз все люди были вместе на Земле 2 ноября 2000 года. После этой даты часть людей, крохотная,
но все же отправилась на орбиту, чтобы работать на Международной космической станции. С тех пор МКС работает беспрерывно, а на ее борту всегда живет несколько человек. 303. На Луне есть предмет искусства «Павший астронавт». Это фигурка человечка, лежащего лицом вниз. Рядом памятная табличка, на которой перечислены имена погибших астронавтов. Впрочем, автор этого произведения, бельгийский художник Пол Ван Хейдонг, был ужасно недоволен тем, как фигурку разместили на Луне. По его задумке она должна была стоять вертикально и символизировать человечество в целом. 304. Советский Союз запускал на орбиту вооруженную космическую станцию. В 1974 году в эксплуатацию была запущена орбитальная станция «Салют-3», оснащенная 23-мм пушкой, специально сконструированной для стрельбы в вакууме. Когда станция достигла орбиты, пушку испытали в деле, она произвела несколько выстрелов. Это был единственный в истории вооруженный космический аппарат. 305. Космонавты выращивают овощи и зелень на МКС. Свежими огурцами и душистой петрушкой можно наслаждаться и на орбите. Помимо них на Международной космической станции выращивали рукколу, тюльпаны и некоторые другие виды трав. 306. Скорость частицы с необычным названием «О, мой Бог» почти равна скорости света. Начиная с 1991 года, ученые несколько десятков раз фиксировали космический ливень из частиц, движущихся со скоростью 99,99% скорости света. Таинственным частицам дали условное название «О май год» частицы. Предположительно, их источник располагается в районе созвездия Большая Медведица. 307. На самом деле черные дыры настолько загадочны, что мы до сих пор не знаем, как описать их с точки зрения физики. 308. Огромная сверхмассивная черная дыра прячется в центре нашей галактики, но, к счастью, наша планета очень далеко от нее. 309. Черные дыры преобразуют массу в энергию в 50 раз эффективнее, чем ядерный синтез. 310. Когда черная дыра засасывает что-либо, возникает булькающий звук. Этот звук является преобразованием энергии движения в звуковые волны. 311. В то время как черная дыра поглощает вещество, она также выстреливает поляризованными протонными пучками со скоростью, близкой скорости света. 312. Считается, что черные дыры постоянно испускают антиматерию, излучение Хокинга. 313. Сила гравитации внутри черной дыры настолько велика, что оттуда не может вырваться даже свет. Следовательно, черную дыру невозможно увидеть. 314. Круг зодиака не соответствует ни одному из известных науке астрономических явлений. Он был составлен во времена, когда в большинстве культур Земля считалась центром мироздания. Глядя на светящуюся точку в небе, наблюдатель не знал, что именно он видит – звезду, планету или галактику. Люди не могли измерить расстояние ни до маленькой звездочки, которая казалась такой близкой, ни до огромной далекой звезды. 315. Зимой Земля ближе всего к Солнцу. Орбита Земли не круг, а эллипс, овал. Это означает, что есть точка на орбите, когда Земля ближе всего к Солнцу, и есть точка, когда она наиболее далека от него. Близкая точка приходится на начало января, а дальняя на начало июля. 316. Земля имеет неправильную форму. В процессе вращения гравитация направляется к центру планеты, а центробежная сила уходит в сторону. Из-за вращения на экваторе планеты создается выпуклость, поэтому экваториальный диаметр больше, чем диаметр между полюсами, на 43 километра. 317. Земля вращается вокруг своей оси, а также двигается вокруг Солнца с сумасшедшей, по нашим меркам, скоростью 107 826 км в час. 318. Ученые вычислили возраст Земли, исследуя самые старые породы и метеориты,
которые были открыты на планете. Метеориты и Земля были образованы примерно в одно время, когда сформировалась Солнечная система. По данным ученых, Земле уже 4,54 миллиарда лет. 319. Лунотрясения или землетрясения на Луне тоже иногда случаются, но не так часто и не с той интенсивностью, как на Земле. Ученые полагают, что лунотрясения связаны с приливными силами Солнца и Земли, а также некоторыми другими причинами. Лунотрясения могут происходить на большой глубине, между поверхностью Луны и ее центром. 320. Когда-то у Земли было два крупных спутника. Второй спутник, диаметром около 1200 километров, по предположениям ученых, вращался вокруг нашей планеты, пока не столкнулся с Луной, которая его поглотила. Эта катастрофа может объяснить, почему две стороны современной Луны так отличаются друг от друга. 321. Венера, возможно, была обитаема. Примерно 700 миллионов лет назад температура воды на Венере была такой же, как на Земле в течение 2-3 миллиардов лет, а следовательно, на планете могла зародиться и какое-то время существовать жизнь. 322. Каждый день на поверхность нашей планеты осыпается космическая пыль, примерно 100 тонн межпланетного материала. Самые мелкие частицы выделяют кометы, когда их лед начинает испаряться с приближением к Солнцу. 323. Звезды не мерцают. Мерцание звезд не более, чем красивое выражение. Звезды светят постоянным ровным светом, но из-за наличия атмосферы с Земли их свет выглядит мерцающим. 324. Ученые предполагают, что в Солнечной системе есть тысячи мини-черных дыр. Эти дыры, размером с атомное ядро, являются реликтовыми остатками Большого взрыва. Они по-разному влияют на пространство-время из-за их тесной связи с пятым измерением. 325. Земля расположена примерно в 150 миллионах километров от Солнца. Для того, чтобы достичь поверхности нашей планеты, солнечному свету необходимо 8 минут 19 секунд. 326. Гравитация определяет высоту гор на планете. На Земле, например, горы не могут быть выше 15 километров. 327. У планеты Марс есть собственный тартан. Орнамент тартан также известен как шотландская клетка. Свои тартаны есть у шотландских организаций, мест, кланов. Профессор астробиологии Кокил разработал специальный тартан для исследования и популяризации Марса, состоящий из красного, синего, белого и зеленого цветов. 328. Песчаный портрет шейха Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера ас-Сабаха виден из космоса. Самую большую скульптуру из песка построили в Дубае. 329. Горы на Солнце были бы крошечными. Если наше Солнце когда-нибудь превратится в нейтронную звезду, то гравитация на нем будет настолько мощной, что высота самой большой горы на его поверхности не сможет превысить и 5 мм. 330. Все планеты Солнечной системы могли бы уместиться между Землей и Луной. Расстояние между Землей и Луной 384 440 километров. Диаметр Меркурия 4879 километров. Плюс диаметр Венеры 12104 километра. Плюс диаметр Марса 6771 километр. Плюс диаметр Юпитера 138 350 километров. Плюс диаметр Сатурна 114 630 километров. Плюс диаметр Урана 50 532 километра. Плюс диаметр Нептуна 49 105 километров. Остается еще целых 8069 километров. 331. Космос воздействует на гены человека. Астронавт Скотт Келли пробыл в космосе всего 1 год, за это время экспрессия его генов изменилась настолько, что его ДНК стала отличаться от ДНК его брата-близнеца. 332. Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, составляла 2 миллиарда кельвинов.
Для сравнения, температура внутри Солнца составляет 15 миллионов кельвинов. Исследователи установили температурный рекорд, нагревая газ в своей лаборатории. 333. По мере затягивания в черную дыру, время для объекта останавливается, что объясняется теорией относительности Эйнштейна. На этом я бы хотел закончить это видео с 333 невероятными фактами о космосе, которые мало кто знает. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Во время лекции в Стокгольме Стивен Хокинг обратил внимание слушателей на так называемый информационный парадокс, ситуацию, при которой черная дыра втягивает в себя материю, но практически не выпускает ее. С точки зрения законов квантовой механики, такая ситуация невозможна. Если вы попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть. По мнению Хокинга, у попадания человека в черную дыру может оказаться два исхода. В первом из них информация вообще не проникает внутрь, а остается на поверхности горизонта событий. В таком случае Хокинг описывает ее состояние как двухмерную голограмму влетающих частиц. Человек из такой формы не сможет выбраться никогда. Ученый отмечает, что информация на поверхности дыры хоть и продолжает существовать, но находится в хаотичном и бесполезном состоянии, а значит ее можно считать навсегда потерянной для практического применения. Согласно другому варианту, рассматриваемому Хокингом, большая и вращающаяся черная дыра может оказаться порталом в параллельную вселенную, где события развивались каким-либо иным образом. Подводя итог, ученый отметил, что стремиться попасть в центр черной дыры все равно опрометчиво, несмотря на то, что я заинтересован в совершении космического полета, лететь в черную дыру я пробовать не буду, сказал он. Вот такими у нас получились 333 невероятных факта о космосе, которые мало кто знает. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.